Здравствуйте! Сегодня я хотел бы провести небольшой тест сравнения между газовой плитой и индукционной плитой. На эту мысль меня навел комментарий одной моей зрительницы, которая спросила, чтобы выбрали газ или индукционную плиту. Я подумал, вроде вещи-то несовместимые, несравнимые. Газовая плита там, где есть газ в доме, а там, где нету, то, естественно, электрическая или индукционная. Однако потом я задумался и понял, точнее, я вспомнил, в каком случае данное сравнение может быть уместным. Сейчас, пока проходит тест, я расскажу об этом. Итак, я налил в кастрюлю 650 мл воды, просто такая банка была. Включил газ. Засекаем время. Сейчас будет какая-нибудь ровная цифра. Допустим, я запомнил 36:45. Поставил на газ. Все, включаем. Засекли время. И смотрим, когда закипит вода. 36:45 было. А пока расскажу, для чего мы сравниваем плиты индукционную и газовую. Дело в том, что если вы, уважаемые зрители, собираетесь выбрать себе новую квартиру, то это как раз таки вам подойдет. При выборе квартиры один из параметров является наличие в доме газа или его отсутствие. Почему люди выбирают газ? Потому что он экономичнее, плита, кстати, дешевле стоит. Сейчас мы выясним, так ли хорош газ. Так, пока у нас чуть больше минуты. Тут все по нолям. Какие минусы могут быть у газа? Для меня это вот объект, вытяжка. Она шумит. Когда на кухне стоит, допустим, маленький телевизор, здесь что-то готовится, шипит, бурлит, и включается вытяжка, то телевизора не слышно. Когда хотел себе вытяжку купить, выбрать, я пытался найти более-менее тихую, но за деньги небольшие и в такой форме, под которой у меня была сделана кухня, бесшумных вытяжек нету. Есть купольные, они чуть потише. То есть здесь такой купол у нас получается. Здесь дальше идет выход туда. Соответственно, этих шкафчиков уже не будет. То есть она занимает место и стоит она гораздо дороже, чем такие вытяжки. Это один нюанс, так скажем. Второй нюанс. Это трубы. Этот счетчик. И при заказе мебели необходимо учитывать наличие этих труб и счетчиков. К счетчику должен быть доступ. К трубам. Доступ нет, но их приходится обходить, выпиливать в кухнях. Дополнительное отверстие. Так, начали появляться пузырьки. Скоро закипит. Время 39, было 36. 3 минуты уже закипает. Индукционная плита, не требует, или электрическая плита, соответственно, нет там никаких труб, газовых счетчиков, и кухню можно планировать как угодно. Итак, у нас закипает вода, время сейчас 40 минут 46 секунд, то есть уже прошло 4 минуты, все, вода закипела. 4 минуты оставляем. Итак, теперь сделаем ту же процедуру на индукционной плите. Набрал воды 650 мл холодной. Время засекаю. Пока уберу. Все, засеки время, посмотрим, за сколько закипит. Так, прошло уже 2 минуты 16 секунд. Уже почти закипает вода. Я думаю, что уложится за 3 минуты плита. Кстати, перед этим проводил тест
здесь, ну, кастрюля была другая, пошире. Соответственно, конфорка была помощнее. И за 2 минуты закипела вода. Здесь я взял поменьше конфорку. Сейчас посмотрим. За 3 минуты, если она делает это дело, значит, плита индукционно быстрее нагревает. Что и ожидаемо, в принципе. В Википедии написано, что КПД индукционной плиты достигает 90%, тогда как у газа где-то 30-60. Ну вот уже, можно сказать, кипит, но еще не кипит. Весь объем пока не закипел. Ну все, кипит. Получается время 3,5 минуты. Ну, все равно быстрее, чем газ. Но можно еще быстрее, если взять больше конфорку, более мощную. Так, еще сделаем один эксперимент. У меня один зритель тоже, можно сказать, спорил со мной. Говорил, что если взять кастрюлю более подходящую для индукционной плиты, то есть у нее толстое дно, то закипает в ней быстрее. Давайте проверим. Так, включаем. Так, время 20:56. 58, 59. Оп, поехали. 21 минута, посмотрим. Может быть, его предположение окажется верным. Самому стало интересно. Так, прошло 3 минуты, почти с половиной. Вода начинает закипать. Уже есть 30 секунд, то есть 3,5. Вот она сейчас закипит. Но уже понятно, что не дает эффект толстое дно. Вообще толстое дно, я почитал также описание работы посуды индукционной. Ферромагнитный слой, он тонкий, даже если дно толстое. Все остальное это прослойка для того, чтобы еда не подгорала, то есть она более мягко нагревает, но никак не влияет это на скорость закипания. Вот уже 4 минуты, то есть она в этой посуде даже больше получается, чем газ греет. Все еще никак не закипело, пузырьки идут. Вот это, кстати, и показывает, что более плавное такое закипание. Готовить в ней прекрасно, да. Не кипит, не кипит. Вообще не зависит, получается, от того, что находится кроме слоя ферромагнитного, выше, ниже. То есть сам слой нагревается, и дальше он нагревает вокруг себя другую часть кастрюли. После этого получается вода вот, не знаю, можно сказать, что она закипела. Наверное, уже. Вот, получается, 5 минут вода закипала. Такими вот крупными пузырьками все это происходит. Какие-то они такие нежные, мягкие такие пузырьки. Вот, но дольше. Итак, раз уже начал тестировать кастрюли и плиты, вот еще один участник теста будет. Это газовая плита походная. Мне стало интересно тоже, что она выдаст, какой результат, потому что в походе чайник закипает в ней очень быстро. Вот, решил проверить, именно сравнить. Итак, включаем. Сейчас будет 59. Все, заработал 42 минуты. Хочу сказать, кстати, что кастрюлька та же, но я ее остудил. Налил, соответственно, тоже холодной воды.
сначала предварительно, чтобы эксперимент был почище. Итак, вот прошло уже 3 минуты, и она почти закипела, вода. То есть сейчас буквально будет, наверное, также 3,5 минуты. И можно сказать, что вот эта газовая плита походная греет так же быстро, как и индукционная. Почему так происходит? Я думаю, что здесь, во-первых, есть вот такой вот ореол, окружение, которое не дает теплу расходиться. Это, я так понимаю, ветростойкость для огня. И еще есть центральные сопла, которые бьют именно в саму кастрюлю. Ну, кастрюлька вот маловато для этой плиты. Здесь надо дно пошире. Она уже кипит, вода. Вот. Ну, на 15 секунд быстрее получилось, чем на обычном бытовом газе. И еще мысль у меня, думаю, такая, что газ, состав газа здесь другой, возможно, дает какую-то другую температуру. Но это чисто предположение, может быть не так. Итак, в результате что мы получили? Что индукционная плита готовит, нагревает воду не медленнее, чем газ, и даже быстрее. И возможно даже очень быстро, если правильно подобрать кастрюлю, конфорку. То есть она в 2 раза быстрее, чем газ может нагревать. Плюсы еще какие? Ну, не все могут согласиться, конечно, но отсутствие вытяжки, то есть ее можно не ставить. Вот, там чисто. Тут 3 года я живу, грязи там никакой не накапливается. Соответственно, отсутствует гофра вытяжная, которая тоже не очень красит кухню. Если вы выбираете квартиру, то я думаю, что не принципиально, будет там газ или не будет газа. Если есть, хорошо. Если нет, тоже отлично. Вот. И хотел еще про электричество сказать. Здесь живем мы вчетвером. Двухкомнатная квартира. То есть с индукционной плитой. За свет в месяц я плачу 247 рублей. Ну вот в прошлом месяце получилось. Ну, стандартно 250 рублей. Я думаю, что это немного. Поэтому не пугайтесь этого. И электричество стоит, кстати, здесь дешевле, чем в доме с газом. Это где-то... Сейчас скажу, секунду. Да, здесь электричество стоит 2,67 по дневному тарифу. Ну, соответственно, ночной половину. Поэтому экономия будет также на стиральной машине, освещении, другие какие-то электроприборы, то есть чайники электрические. Я бы сейчас вот выбрал, наверное, уже квартиру с электричеством. Газовую бы, наверное, не стал. Еще один момент такой безопасности вроде как будто. Газ не утекает. Меньше проблем с этими трубами, счетчиками. Да, кстати, духовки же еще тоже, они электрические. Соответственно, тоже экономится свет. Так что я думаю, в электрическом доме, в котором есть скидка на электричество из-за плиты электрической, то я думаю, что даже выгоднее, наверное, жить. Если собираетесь там покупать квартиру, только узнайте в Дуке или как они там сейчас называются, управляющей компании, какая там стоимость света. Ну, если у вас такой широкий выбор, что можно прямо выбирать и там квартиру. Да, еще один момент мы выяснили, что в кастрюлях с толстым дном вода закипает дольше. В 2 раза, по-моему, да, получилось? Нет, ну, около того. То есть заморачиваться на посуде вообще не обязательно. Эмалированная посуда, ковш, кастрюльки, в них быстро готовится. Но, опять же, то есть толстое дно для того, чтобы не пригорало. То есть плавно готовится, мягко. Но можно их покупать, конечно, да, если удобно. Вот, но не обязательно. Вот что самое главное. Мы покупали вот здесь квартиру. Была альтернатива в другом районе, но там мне не понравилось, хотя он более престижный считается. Не понравилось из-за того, что
там свечки 17-этажные стоят. Парковочных мест из-за этого мало. Первые этажи заняты всякими магазинами и другими организациями. И там нету места ни ночью, ни днем. Люди уезжают на работу, на их место приезжают люди, которые работают в этих магазинах, каких-то организациях. И все, соответственно, там и снег сложнее убрать. Зимой, вот, допустим, у нас все уезжают, написали объявление, что убрать машину, завтра будет уборка снега. Все, машин нету, 2-3 машины, которые остаются, люди приходят, тут убирают, трактор спокойно все вывозит. Вот в наших домах, кстати, ну да, я не сказал, нету на первом этаже никаких организаций. Все выведено отдельно в такой, скажем, блок. Первая линия, там специальные помещения, в общем, здание такое длинное, вроде как торговый центр, все магазины, все там. И получается у нас такой закрытый район, в нем только ходят люди, которые здесь живут, либо гости, которые приходят к этим людям. И, в общем-то, и чужих нету, никаких ни проездных, ни транзитов. Еще район тупиковый, через него нет никакого проезда насквозь в другой район, то есть только по дороге отдельно. Вот, и здесь дешевле. И, кстати, еще хотел сказать, в свое время работал в агентстве недвижимости. Вот, там проходил 2-недельное обучение и много чего полезного узнал при покупках квартиры, что нужно смотреть. Жил, кстати, тоже в разных квартирах, и в панельках современных, и в современном кирпиче, в старом кирпиче, в старых панельках, в разных районах, в разных частях города, у парка, у озера, у дороги. Так что, если озадачены выбором квартиры, можете просто спрашивать, писать в комментариях, что я подскажу. То есть есть опыт проживания в разных местах. Поэтому вообще, кстати, есть идея такая, что если хотите купить квартиру, особенно в другом городе, сначала 2-3 месяца поснимайте там, в том районе, который приглянулся. И после этого решите, нравится вам район или нет. В чужой город, когда приезжаешь, не знаешь, какие районы хорошие, какие плохие. Ну, по описаниям, так сказать, по отзывам людей можно предположить. Но тоже у нас есть престижная часть одна. Но мне там не нравится, допустим, потому что там, это центр, так сказать, да. Там квартиры дороже, места меньше, никаких парков там нету почти, есть там маленькие там скверики. Не погулять с ребенком, да, до работы близко дойти, там, может быть, 5-10 минут. Но жить там неудобно. В общем, нюансов много при покупке, при торговле. Если что-то интересно, спрашивайте. Просто так отвечу. Ну все, пока. До следующих обзоров. Следующий обзор у меня, кстати, будет про палатку. Мы поедем летом на озеро. Там разложу ее. Все покажу. Палатка хорошая. Если это интересует, то смотрите. Все, пока.